Привет! Сегодня хочу вам предложить идеи ужинов на 7 дней вперед. Причем все блюда, которые буду готовить, можно заморозить впрок, так что этот ролик поможет вам спланировать ужины значительно дальше, чем на одну неделю, так как заготовки будут достаточно объемными. Итак, начну. Сначала буду готовить курицу в собственном соку. Готовить буду ее в духовке, и для этого мне понадобится простая стеклянная банка объемом 1,5 литра. Я взяла куриные голени без кожи и куриную грудку без кожи, которую делю на порционные куски. Репчатый лук режу произвольно, но не очень крупно. В банку выкладываю слоями нарезанный лук и кусочки курицы, посыпаю их измельченным чесноком, немного солю и каждый слой посыпаю молотой паприкой. Самый верхний слой – это лук, сверху кладу лавровый лист и черный перец горошком. Банку закрываю сверху, сложенной в несколько слоев фольгой, и отправляю ее в холодную духовку. Выставляю температуру 180 градусов. Готовиться курица будет в собственном соку в течение 1,5 часов. В это время параллельно с ней приготовлю еще 2 блюда. Начну с куриных колбасок, для которых я взяла филе куриной грудки и филе куриного бедра. Куриное мясо нарезаю небольшими кусочками и выкладываю в чашу блендера. Кладу специи: молотый кориандр, сушеный чеснок, паприку, копченую паприку, немного черного молотого перца, дижонскую горчицу, примерно чайную ложку, щепотку мускатного ореха, соль и орегано. Пару минут измельчаю блендером, чтобы получился достаточно однородный липкий фарш. Куриные колбаски буду запекать в духовке параллельно с курицей. Фарш делю на равные части. Выкладываю на кусок бумаги для выпечки и аккуратно при помощи бумаги формирую колбаски. Каждую колбаску плотно заворачиваю в бумагу, после оборачиваю в несколько слоев фольгой. Кончики заворачиваю как конфету, выкладываю на противень и противень с колбасками ставлю в духовку запекаться вместе с курицей. Готовиться они будут при 180 градусах примерно 30 минут. Готовые куриные колбаски остужаю до комнатной температуры, после сутки выдерживаю в холодильнике. И второе блюдо, которое также параллельно приготовлю в духовке, будет запеченный омлет с овощами. Яйца разбиваю сразу в форму для запекания. Добавляю соль, черный молотый перец и сушеный лук. Вливаю молоко и хорошо перемешиваю омлетную массу. Овощи сегодня я взяла замороженные. Летом, конечно, лучше взять свежие. Итак, у меня сегодня нарезанные мелким кубиком зеленый и красный перец, замороженная зеленая стручковая фасоль и цветная капуста, которую я разобрала на более мелкие соцветия. Овощи перемешиваю с яичной массой и отправляю в духовку запекаться при 180 градусах 35-40 минут. Остужаю омлет прямо в форме и делю на порции. Несколько порций омлета буду замораживать, каждую выкладываю на лист пергамента и заворачиваю. Бумага поможет омлету не потерять влагу при замораживании и также сохранить ее во время разогрева. Все подготовленные таким образом порции омлета выкладываю в пакет для замораживания. Пакет подписываю и обязательно ставлю дату. Убираю в морозилку. По мере необходимости буду доставать по одной порции. Ту порцию омлета, которую буду использовать в ближайшее время, кладу в контейнер и контейнер подписываю. В дальнейшем туда добавлю еще рыбу. Возвращаюсь в курице в собственном соку. В банке она готовилась в духовке в течение 1,5 часов. По истечении этого времени духовку выключаю и банку оставляю еще на полчаса. После ее вынимаю и остужаю до того, как руки могут ее взять. Сразу убираю лавровый лист и выкладываю кусочки курицы из банки. Готовую курицу порционно раскладываю в пакеты для замораживания. Все пакеты оставляю в большом контейнере, но мне просто так удобнее, и контейнер сверху подписываю, что там и дату, когда я это приготовила. Контейнер убираю в морозилку. Готовые блюда могут храниться в морозилке примерно месяц. В холодильнике такая курица, тушеная в собственном соку, может храниться примерно дня 3, поэтому оставляю только одну порцию, которую подписываю. Куриные колбаски я сутки выдержала в холодильнике. После основную массу из них замораживаю, прямо так, как они готовились, укладываю в большой контейнер. Одну из колбасок оставляю в холодильнике. В холодильнике она может храниться примерно 4-5 дней. Контейнер, как всегда, подписываю и убираю в морозилку. И еще одна заготовка. Сегодня пожарю рыбу. Очень хочу поделиться с вами идеей не только как пожарить рыбу без масла, но и как избежать запаха от жареной рыбы в доме. Для этого всего-навсего нужен кусок бумаги для выпечки. Сначала смешиваю специи, которыми буду приправлять рыбу. Это паприка, белый молотый перец, сушеный лук и соль. Специи перемешиваю и тонким слоем насыпаю на бумагу для выпечки. Жарить сегодня буду стейки-киты, которые я помыла и обсушила бумажным полотенцем. Выкладываю кусок рыбы на специи,
И аккуратно начинаю заворачивать в бумагу так, чтобы противоположная сторона куска рыбы соприкасалась со специями. Края бумаги также запечатываю и подготовленную таким образом рыбу выкладываю на сковороду. На среднем огне жарю рыбу с каждой стороны примерно 2-3 минуты. Остывшую рыбу укладываю в контейнер прямо в бумаге, чтобы все ароматы сохранить внутри. Сниму ее, когда буду разогревать. А теперь покажу варианты ужинов на каждый день недели. Итак, понедельник. Жареная кита и запеченный омлет с овощами. Рыбу с омлетом я разогрела и дополнила свежим огурцом и лимоном, чтобы обязательно полить киту лимонным соком. Вторник. Брюссельскую капусту размораживаю и режу на половинки. Половинки качанчиков брюссельской капусты выкладываю на сковородку. К капусте сразу выкладываю порцию тушеной в собственном соку курицы. Закрываю крышкой, и пока курица прогревается, будет готова и брюссельская капуста. И дополняю ужин дольками свежего помидора. Курица в собственном соку получается очень мягкой, нежной и сочной. Среда. Готовлю овощной салат. Я взяла овощной микс, немного листьев салата айсберг, помидор красный и желтый и красный перец. Салат заправляю ароматным растительным маслом, по вкусу можно его немного досолить. Таким салатом дополняю жареный стейк киты. Рыба выглядит действительно как жареная, но корочки на ней нет. Получается она очень вкусной, ароматной и достаточно сочной. Четверг. Куриную колбаску достаю из холодильника, снимаю с нее фольгу, разогреваю прямо в бумаге, в которой она готовилась. И дополняю я такую куриную колбаску отварными овощами, зеленой фасолью, цветной капустой и добавила еще немножко красного сладкого перца. Пятница. Курица, тушеная в собственном соку, которую я предварительно достала из морозилки и разморозила в холодильнике. Разогрела и курицу подаю свежие овощи, салатный микс и помидор. Суббота. Готовлю ролл с куриной колбаской. Куриную колбаску и запеченный омлет с овощами предварительно достала из морозилки и разморозила. После разогрела. С салата айсберг сняла 2 листа. Выложила их на бумагу и сверху кладу теплый омлет и теплую колбаску. Аккуратно сворачиваю в плотный ролл. Вот такая неимоверная красота и вкуснота получается. Ролл очень сочный, вкусный и ароматный. Куриные колбаски, конечно, по текстуре не такие, как покупная колбаса, но вкус у них истинно колбасный. И на ужин в воскресенье готовлю потрясающее овощное рагу с куриными колбасками. Достаточно тонко шинкую молодую капусту и мелко нарезаю красный сладкий перчик. В порционную сковородку вливаю пару столовых ложек воды и выкладываю нарезанную капусту и перец, протушиваю их примерно 2-3 минуты. Выкладываю замороженный кабачок, у меня он уже нарезан мелким кубиком, и измельченный помидор, который я очистила от кожицы. Вместе овощи протушиваю еще минуты 3 и добавляю специи: сушеный чеснок, черный молотый перец, сушеный лук и паприку. Соль добавляю по вкусу. Пару листьев свежего базилика мелко нарезаю и отправляю к овощам. Можно использовать сушеный базилик. Куриную колбаску предварительно разморозила в холодильнике и нарезаю ее тонкими ломтиками. Отправляю в сковородку. Овощное рагу вместе с колбасками готовлю еще минуты 3 и можно наслаждаться. Вот такой аппетитный и очень вкусный воскресный ужин у меня получился. Надеюсь, вам пригодятся предложенные мной идеи и до новых встреч!